Привет, дорогие друзья! Как и обещал, вторая часть нашей истории про девушку, которая приехала забирать своего возлюбленного из плена. И до этого она общалась с украинскими журналистами, ну не журналистами, это просто с ублюдками, которые работают на телевидении украинском. Она выходила к ним. Кстати, я удивлен был, общалась на українському языке и очень, нормально. Зв'язок був 31 березня останній раз з ним. Чи вдається вам зараз дізнатися, де він, що він, в якому він стані? Можливо, якісь державні наші інституції, ведучи перемовини з російською стороною, збирають цю інформацію і передають рідним та близьким? Ну, то есть, как, все должно было быть стабильно, знаете, обычно. Она должна была говорить, да, я знаходжуся на зв'язку з Міністерством по справах там, ветеранів, я не знаю, з кем вообще, з омбудсменом, там, что такое. А начинает идти не по плану. Не так все пошло, как должно было быть. Ні, на жаль, з української сторони такого не відбувається. Все, що я узнала від української сторони, що він в реєстрі полонених. Є такий некий реєстр, але що це за реєстр, невідомо. Ось. То есть украинская сторона, по сути, говорит, что подталкивает к тому, что, мол, обращайтесь к российской стороне. Ну, по факту, да? А как иначе это объяснить? Или обращайтесь к неправительственным там всяким организациям, типа организация, это вон Анатолий Шариш, что находит, обращайтесь к нему. А почему нет? Он же находит. Мені вдалося дізнатися, як справи у мого чоловіка трошки іншим шляхом. Що ви маєте на увазі? Я все перепробувала в Україні, починаючи від дзвінків на гарячі лінії. Короче, она начинает перечислять, что она испробовала все. Потом поехала в Европу, там испробовала все. Ну и потом дошла до того, вы знаете до чего. Офіційні письма, і листи і все таке. Я поїхала до Європи, намагалася у Європі щось зробити. Також виходила на міжнародні організації, на журналістів. В общем, этого всего она должна была не делать, по идее, потому что на самом деле украинская власть там обязаны просто заниматься этим вопросом, то есть они должны четко координироваться, у них же есть связь, это ж точно. Азовцев выдергивают очень быстро. А здесь забивают полностью болт, грубо говоря. Коли нічого не змінювалося у ситуації з моїм чоловіком, я приїхала у Донецьк. І тут дізналася про свого чоловіка, його місце знаходження та очікую з ним на зустріч. Мартышка с прямого канала начинает гримасничать по поводу Донецка. У нее немножко мировоззрение линейное, она не может понять, что происходит. Угу. Так, давайте ще раз. Ви приїхали на непідконтрольну Україні територію. Це було небезпечно, хоча я розумію, чим ви керувалися. Так. Як ви проходили цю систему? Тому що, наскільки я розумію, в Донецьк все одно ти потрапляєш через фільтраційні табори. Да. Концентрационные лагеря, но ей удалось это миновать, потому что дальше она озвучивает почему, и тут совсем уж начинается, как это? Ні, ніяку фільтрацію я не проходила, тому що я заїжджала через Росію. Моя мати живе у Москві, я відвезла їй свого сина, та через Москву, через Ростовську область я заехала у Донецк. Какие-то нервические дергания начинаются у этой изображающей себя журналистку с Порошенковского канала. Так бывает. Омбудсмена Дар'ї Морозової. Я з нею розмовляла десь днів 10 тому. І мені так сказали, що намагатимуться допомогти. Я думаю, может быть, у нее что-то нервное просто, вот этой вот тетки. Может быть, у нее что-то просто нервозность такая. Ну, бывает у людей, знаете, улыбаются вдруг внезапно. Марина, при всій повазі до вас і до вашого страшного горя, враховуючи, що чоловік зараз у полоні, але щоб розставити просто крапки над «і». Незважаючи на те, що Російська Федерація напала на Україну, ви відвезли свою дитину до Москви.
Это абсолютно бесстрастно, да. Да, отвезла. Вот так. И что? Да суть не в том, дитину вона відвезла, куда она, до Москвы чи в Люксембург она ее отвезла. Суть в том, что в Украине никто не помогал вернуть ей мужа ее. І зараз тримаєте зв'язок з псевдопредставниками влади, яка окупаційна на наших територіях в Донецьку. Чи нічого вам тут не здається, що є якісь малесенькі протиріччя? Так, є протиріччя. Да, є протиріччя, здається, да, є протиріччя. А що мені було робити? Але життя свого чоловіка мені важливіше за протиріччя. Ну, якщо мені не змогла допомогти моя країна, ну а що мені робити? Чоловік вже 4 місяці там, майже 4 місяці. От що мені робити, якщо у нього навіть немає офіційного статусу полоненого? У огромного количества нет официального статуса пленного. А об огромном количестве украинская сторона они даже не знают, где он. Вот, то есть спрашивают, они не знают. И родственники не знают даже, куда обращаться. Мы, кстати, я думаю, что мы придумаем четко озвучу систему, как действовать родственникам пропавших военнослужащих. То вони вам завтра скажуть: Марино, ти ж хочеш, щоб твій чоловік от просто зараз на твоїх очах вийшов з цієї колонії. А давай ти запишеш відео, де ти розкажеш про те, що насправді це Україна сама себе обстрілює, це Україна кинула по пологовому будинку у Маріуполі ракети і так далі. То виходить, що ви і на такі речі зможете піти. Тут что-то, наверное, из опыта украинских средств массовой информации, скорее всего. Ну, нет, на самом деле, конечно же, могут ее взять в оборот, но тем не менее она смеется, говорит, да меня ж там не было, я не знаю об этом. Тут мені такого не пропонували, насправді. Це поки що. І всі люди, вони будуть розуміти, що якщо я буду це казати, це буде неправда. Тому що мене там не було, я не бачила, хто там скидав які бомби. І буде всім зрозуміло, що мені це казали говорити. На що воно їм треба. Вот так вот. Не буду я такого ничего говорить. На что ведущая, изображающая себя журналистку, говорит, что, мол, типа, есть интересы государства и все это. Ну, короче, в общем, это даже не интересно слушать, если честно. Просимо вас пам'ятати, що є межа про те, коли от є національні інтереси, державні. В нас все ж таки війна, і коли ви йдете по допомогу до ворога, то ви маєте знати, що частково ви все ж таки стаєте на його сторону. Я більш ніж переконана, і ми бачимо, що зараз відбуваються обміни, що українська влада, вона бореться за вашого человека. Ну и дальше зализывание, стандартное зализывание задницы Зеленского. Это хорошо слышать на канале Порошенко, который также зализывает эту самую задницу. Далее без комментариев. Паша, это ошибка, Павел Федорович. Естественно, но это я безумно рад. Большего счастья не может быть на самом деле. Я матрос, механик-водитель с 501-го батальона морской пехоты, 36-й бригады относимся. То есть расположение было у нас в городе Бердянске, в селе Азовском. Мы сдались в плен 4.04. Не говорите, что вы сдались. Пацанов подставишь своих. А что, все и так потом узнают обо всем. Сдались в плен по распоряжению командира батальона, то есть все знают прекрасно, то есть это никто не скрывал. И об этом все новости, то есть вот. И все, собственно, привезли нас сюда, в Еленовку. Побыли мы здесь. Рассказывать, то есть, где я был вообще? Естественно. Если хоть на красивее поеду. Ой, я Но говорила. у нас было в планах, то есть контракт закончится, но еще не знали об этой ситуации, которая произойдет. Мы собирались, на самом деле, нас теща звала к себе. Маман. Нормально. Я как раз буду теперь, когда все закончится, наверное, буду в себя трамбовать еду, но буду уже качаться. А то я тогда качался только на спине. Не, просто, я не готовила, на самом деле. Вот это правильное решение. Да. Все.
А здесь у нас Дон Мак. Любимый Дон Мак, о котором я узнал недавно. И ребята даже, вот я скажу так, те, которые, допустим, да, ну, кто-то по-любому, в любом случае будет меня там осуждать, то есть ненавидеть и такое, но это дело лично каждого. У меня, допустим, здесь, в Бердянске, у меня осталась семья. У меня родственники все находятся здесь. По некоторым причинам и моментам я не хочу возвращаться в Украину. Просто я немножко с другой стороны это увидел. Ну, именно не конкретно страну, а тех людей, которые управляют, руководят ей. Вот. Шаурми. Вот. Поэтому дело лично каждого. И вот с ребятами общавшись, оставаться... Они не знают, как бы они поступили, если бы у них семья, допустим, была здесь. У кого семья там, они ждут обмена. А я жду, потому что у меня семья здесь. Я не обмена жду, я воссоединения с семьей хочу. Для меня это самое главное в жизни. Оно стало для меня благодаря вот ей. А я боялась, что ты мне скажешь, пошла нахер. Нет, Я тебе честно говорю. Скажешь, сама затеяла. Ну, живи в своей Москве, господи. А я буду ждать обмена 1085 лет. Как ты про хлеб догадалась? Что у меня было сегодня, да, 2 интервью так получилось. И там, кто-то засрал, кто-то, наоборот, поддерживает. Ну, в общем, теперь это... Не без этого. Они будут всегда. Будут завистники, будут Поэтому недоброжелатели. теперь я нахожусь в особенной зоне риска. Где границы? Что думал? Ну вот ты находишься в плену, что ты думал, где я, где Даня, где бабушка, ну вот что мы делаем? Не Или знаю. ты думал, может, я тебя бросила? Вот думал хоть были раз? такие, не то, что бросила, а... Нет, такого именно не было, на самом деле, честно. Не было? Нет. Нам давали книги почитать, и мне попалась книга «История Отечества» за 11 класс. Ну, я не знал про, допустим, Октябрь, про революцию, которая начиналась. Я узнал, кто такой, уже, полный Ленин, Сталин, то есть, для меня стало понятно. А я тоже не знаю. Кто большевики, то есть, кто красная, то есть, я не знал этого, я не интересовался никогда, но это было интересно. Но в любом случае, я вам скажу, возненавидят, много кто возненавидит. Тебя уже ненавидят. Я думаю, может, как-то получится шаурмешку свою откроем. А что, я умею. Да, я знаю. Что-то да, откроем по-любому. Главное выйти отсюда. Начнем с пирожков. Буду жарить пирожки продавать, разные там, и делать эти обеды, бизнес-ланчи. На вынос. А что нет? Завели-то уголовное дело за добровольную сдачу в плен. Это по нам? Да, по 501. Я знаю, да, это я слышал тоже, кстати. Да, нам рассказывали. Вот исходя из этого, соответственно, по возвращению там допрос, полиграф, Слышал 10 суд. лет. До 10, Да. да, наверное. Я не знаю, может, до 15. Я не знаю. Я слышал до 10 лет. Угу. Да. Ну, правильно, если ты нормальный, с руками, с ногами. Мы общались одно время, потом полгода где-то мы не общались. Потом обратно начали общаться, и через неделю она мне дала ключи, дубликат сделала, для того, чтобы я просто заходил в подъезд, чтобы она не спускалась, мне домофон не открывала. А я подумал, что переехать к ней, то есть я с пакетиком носков, трусов, на следующий день уже к ней заехал. Все, вот так и началась наша жизнь. Я говорю, Пашка, а ты, по профессии кто? Он мне говорит, я матрос. А я говорю, палубу моешь. А я только подписал готов. Лично уже схожу. Я найду методы вернуть тебя сюда обратно. Как достала, так и отдам. А теперь я публикую видео тех, кого мы нашли. Если будут повторы, до этого опубликовал, то ничего страшного в этом, я думаю, нет. Я очень хотел бы, чтобы все эти люди вернулись домой к своим родным и близким. Не теряйте надежды. Бывают, видите, потрясающие истории. До новых встреч, друзья, пока. Я Журген Талан Романович с Харьковской области. Привет, мама, папа. Жив, здоров. Нахожусь сейчас в плену. Люблю вас. Надеюсь, скоро увидимся. Пономарев Алексей Михайлович, Донецкая область. Привет, мама, папа, сестра, девушка, со мной все хорошо. Сильно за нами соскучился, относится ко мне нормально. Все. Я офіцер Антон Петрович, Полтавська область. Привіт, мама, папа. Живий, здоровий. Все. Я Чеботарев Данила Викторович с Киевской области. Привет, мам, пап.
Со мной все хорошо, я жив и здоров, как видите. Я Бабенко Антон Витальевич, Херсонская область. Привет, мама и папа. Я жив, здоров, все хорошо. Люблю, целую вас. Меня зовут Тархов Игорь Дмитриевич, 29.11.92 года рождения. 7 марта 22 года был призван городом Запорожье Шевченковским военкоматом. Неделю нас обучали, но обучением это сложно назвать, чисто для галочки. Через неделю вывезли в село, где мы опять же просто страдали ерундой, копали окопы, работа на самом деле смешная. Дальше 27 числа нас посадили по КамАЗам и вывезли в село, сказали, сейчас будем освобождать его. Ну и забыл упомянуть, что еще в военкомате нам грозили СБУшниками, мол, кто не явится, те падут в список СБУ, и там уже разговор короткий сейчас, тюремные сроки не маленькие. Делают они это очень охотно. Вывезли нас в село, сказали заходить на окраину, мы зашли. Сказали, все безопасно, не переживайте, ребята. Мы зашли, и буквально через полчаса у нас пошла колонна российской техники. Танки, БТРы, минометы, большое количество пехот. Так как нас было всего 15 человек, нас сходу атаковали, и буквально меньше минуты всех положили. Остался я один в живых, просто чудом, молясь Богу, вспоминая то, чего не сделал, вспоминая жену, мать. Думал, уже и мне конец, что жена, мать никогда меня уже не увидит. Было очень тяжело, но я выжил, слава Господу. Дальше меня взяли в плен российские военные в этом селе. Относились очень хорошо. Каждый день себе готовили, со своего котла кормили, расспрашивали меня. Ну, под конец хотел передать привет своим родителям. Мама, папа, жена Ира, бабушка с дедушкой. Я жив. Шевчук Ігор Валерійович, Житомирская область. Жив, здоров, все хорошо. Куліш Олександр Віталійович, Вінницька область, жив, здоров. Павленко Александр Викторович, Харьковская область. Жив, здоров. Папа, мама, привет. Сідько Дмитро Олегович, Полтавська область, жив, здоров, все хорошо. Жировский Сергей Юрьевич, Донецкая область. Мама, не переживай, все хорошо. Шуда Виталий Андреевич, Полтавская область. Мама, все будет хорошо, скоро буду дома. Меня зовут Соколенко Евгений Леонидович. Я родился 28.05.97 года в городе Дружковка Донецкой области. Я Шолок Сергей Александрович, проживаю в Сумской области, город Ольшана. Вот, мама, папа, у меня все хорошо, я жив-здоров. Сейчас нахожусь временно в плену, скоро буду дома. Я вас всех люблю. Я Поліщук Юрій Олександрович з города Чуднів, Житомирська область. У мене все хорошо. Бажаю скоро вернусь домой. Я Загрядко Олександр Русланович, город Новоград-Волинський, Житомирська область. Мам, пап, привет, я скоро буду дома, люблю вас дуже сильно. Я Сиротюк Владислав Віталійович, проживаю в Житомирська область, ПГТ Городниця. Мам, пап, привет, скоро буду дома. Я Печериця Максим Олександрович, родом из Винницкой области. У меня все хорошо, скоро буду дома. Мам, пап, привет. Я Пасечник Евгений Александрович, Херсонская область, ПТ Арнаставевск. Я Гурьев Антон Геннадьевич, 06.08.1987 года рождения. Был мобилизирован, несмотря на то, что я отец 6 детей, многодетный. Рыл окопы, прихватили почки, попал в больницу, лечился. Приехал командир, забрал с больницы, заставил опять рыть окопы. Начал с собой, мы отползли в посадку, и я добровольно сдался в плен, потому что я стрелять не умею, срочку я никогда не служил. Добрый день, зовут меня Малахов Роман Юрьевич, я родился 9 октября 1976 года в городе Донецке. До последнего момента проживал в городе Краматорске. После начала всем известных событий пытался вместе с семьей выехать к товарищу в город Аусбург. Я могу ошибаться, это пригород Лейпцига. Но в связи с тем, что в связи с указом президента покинуть страну я не смог.
Семья моя выехала за границу, я вынужден был вернуться в город Краматорск, где был насильно мобилизован в ряды вооруженных сил Украины. Я являюсь инвалидом второй группы. Попал в окружение в населенном пункте Зачатовка вместе с другими своими товарищами и сослуживцами, которые погибли в большей своей части и тоже являются мобилизированными. Харенко Владислав Анатольевич, 14.07.2002 года рождения. Хочу передать привет маме. Очень сильно ее люблю, скучаю. Титюн Максим Владимирович, 24.11.95, Сумская область, село Боромля. Мама, папа, со мной все хорошо. Жив, здоров, цел. Рябина Владислав Геннадьевич, Харьковская область, село Ивановка, 26.02.2002. Со мной все нормально, в плену. Филатов Богдан Андреевич, Харьковская область, Змеевский район, село Глубокая долина, 05.07.96 года. Со мной все хорошо, здоров, жив, жду обмена. По вам всем соскучился. Всем привет. Я Гашко Андрей Васильевич, 15.09.93 года рождения, уроженец города Херсон. 24 февраля 2022 года я был мобилизован Херсонским областным военным комиссариатом в территориальную оборону Херсона. При заходе российских войск в город Херсон территориальная оборона Херсона не была эвакуирована куда-то, по сути оставалась единственным формированием, находящимся в городе Херсоне, и приказали разойтись просто по домам. После захода российских войск в город был задержан в результате того, что пришел на встречу с другим участником территориальной обороны. Таким образом я попал в плен. Условия содержания мои меня устраивают. Хотелось бы передать привет моей матери, сказать, что я ее люблю. Я Пусел Сергей Сергеевич, родился 12 августа 1994 года в Украине, в городе Николаев. Вот. Я военнослужащий 36-й бригады морской пехоты, на службу поступил, подписал контракт 27 сентября 2017 года. Передать привет своей семье, жене, деткам. Я Хохлов Евгений Георгиевич, родился 14.01.80 года рождения. Мама, привет. Мама Хохлова Валентина Ивановна. Я жив, здоров, меня кормят. Привет дочери Богдане, привет жене Светлане. Я Васильцов Владислав Павлович, родом из города Шостки. Мама, папа, передаю огромный вам привет, я жив, здоров, все со мной хорошо, не переживайте. Я Ларченко Евгений Алексеевич, Сумская область, город Шостка. Передаю привет родным и близким, я жив, здоров, все хорошо. Киселенко Богдан Александрович, Сумская область, город Лебедин. Мам, пап, все хорошо, все нормально. Я Зубань Дмитрий Сергеевич, родом с Херсона. Мам, пап, привет, со мной все хорошо, не переживайте, все будет хорошо. Я Кузнецов Родион Сергеевич, 22.04.96 года рождения. Родился в городе Красный Лиман Донецкой области. Мам, пап, передаю вам привет, жив, здоров, в принципе цел, кормят, одевают, нормально все. Я Фальц Семен Миколайович, народився Львівська область, місто Дрогобич, 23.10.2002. Мам, пап, привет, живий, здоровий, скоро буду дома. Я Рабчук Кирилл Владимирович, 18.04.2001 года рождения. Родился в городе Новгород-Волынске, Житомирская область. Мам, пап, передаю вам привет, со мной все хорошо, скоро буду дома, целую. Я Бойко Андрей Викторович, 22.08.2002 года рождения. Родился в городе Херсоне. Мама, папа, привет, у меня все хорошо, скоро увидимся. Леонидович, проживаю в Херсонской области, в городе Еническ. Кто меня знает, я жив-здоров, нахожусь в плену, со мной все хорошо. Если можно передать моим родным привет, маме, папе, со мной все хорошо. Я Московский Олександр Николаевич, я з Житомирської області. Хто мене знає, всім привіт. Я жив, здоров. Я Полощук Виталий Юрий Сергеевич, с Львівської области.
Родные друзья, кто меня видит, я живой, здоровый, у меня все нормально. Я нахожусь в плену сейчас некоторое время. Я Рудень Максим Николаевич, город Сумы. Получил ранение, но все нормально. Всем привет, передавайте, что я живой. Я Швец Василий Владимирович, Херсонская область, село Широкая Балка. Мама, папа, у меня все хорошо, не переживайте за меня. Я Телиус Владислав Александрович, с города Димитров Донецкой области. Попал в плен, передаю маме привет. Хочу, чтобы она знала, что я скоро буду дома. И Агас Александр Владимирович, город Мариуполь, Донецкая область. Передаю маме привет. Мама, привет. Надя, привет. Обнимите дочку. Со мной все хорошо, живы, здоровы. Все у нас отлично. Надеюсь, мы скоро увидимся. Обнимите дочку. Люблю вас и очень скучаю. Я Чикин Олег Владимирович, родом из Запорожской области, Бердянский район. Передаю всем привет. Жена, мама, родные. Жена, обними моего сына, целуй. Надеюсь, скоро увидимся. Я в плену. Я Курьянов Симоненко Александр Владимирович, из города Запорожья. Передаю привет жене, маме, сыну. Любимая жена, обними сыночка, поцелуй его. Поздравляю с прошедшим от меня. Я Шевчук Юрий Николаевич, из города Криворог, Днепропетровская область. Передаю привет всем своим родным. Я в плену, со мной все хорошо. Женечка, поцелуй Богданчика от меня. Потолов Андрей Витальевич. Живу в Запорожской области, село Веселовский район, село Менчикуры. Передаю привет. Мама, папа, я живой. Донецкой области я. Я Хруй Владислав Сергійович. Живу в Кіровоградській області, місто Новоукраїнка. Живий, здоровий, зараз знаходжусь в плену в Донецькій області. Живий, здоровий, мама, папа, передаю вам всім привіт, родним, близьким. Я живий, здоровий. Єфіменко Арсеній Сергійович, місто Маріуполь. Зараз знаходжуся у полоні у Російської Федерації. Передаю привіт мамі, моєму старшому братові. Я живий, здоровий, слава Богу. Все буде добре. Скоро, дай Боже, вже побачимось. Я Слободчиков Роман Сергійович, Черкаської області. Передаю привіт всім батькам та друзям. Я в полоні, все добре. Заболоцкий Владислав Сергеевич, Воинская часть 3057. Мам, пап, солнце светит, все отлично. Ваш сын дожил до 30 лет. Все целое, отлично. Скоро увидимся, все хорошо. Я Тищенко Роман Николаевич, 25.04.1975 года рождения. Родился в Запорожской области, в Черниговском районе, поселок Нитокмак 1. Я жив, здоров, в содержании, хорошие условия, кормят. Все относятся хорошо.